Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Духовка нам сегодня не понадобится. Мы будем готовить торт-пломбир без выпечки. На его приготовление у меня ушло не больше 15 минут. И если вы любите готовить и вкусно покушать, подписывайтесь на канал. Новые видео выходят 2 раза в неделю. А чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. И если вам понравилось видео, напишите в комментариях «Хочу торт». Я беру небольшую кастрюльку и насыпаю в нее стакан сахара, это 180 грамм. К сахару всыпаю 60 грамм крахмала, 6 столовых ложек без горки. Я использую кукурузный крахмал, с ним получается нежнее, чем с картофельным. И прямо сюда разбиваю 3 яйца. Все хорошо перемешаю. Вот так. Смотрите, вот такая однородная смесь должна получиться, все отлично смешивается. Теперь беру 700 мл молока и потихоньку начинаю вливать в эту смесь. Молоко добавляю небольшими порциями и каждый раз хорошо перемешиваю. При таком способе крем получится однородным и без комочков. Ставлю кастрюльку на плиту, включаю средний нагрев и варю крем, пока он не начнет густеть. Крем обязательно перемешиваю венчиком в процессе всей варки, чтобы он не подгорел и готовый крем также получился без комочков. Я варю крем примерно 5-7 минут, и вот он уже начинает густеть. Крем заваривается и густеет очень быстро, так что нужно все время мешать и не останавливаться. Когда крем закипит, варю его еще полминутки и затем снимаю кастрюлю с плиты. Поделюсь маленьким секретиком, который узнала от кондитера. Многие просто ждут, когда крем загустеет, и снимают с огня, как только он загустел. Но фокус в том, что крем, который готовится на крахмале, обязательно должен хоть немножечко покипеть, повариться. Тогда в готовом креме не будет привкуса крахмала. Готовый крем я сразу переливаю в миску, чтобы он быстро остыл. Вот крем уже полностью остыл, посмотрите, какой он густой получается после остывания. Но несмотря на то, что он такой густой, он все равно очень нежный и гладкий. А если вдруг что-то пошло не так в процессе варки и все-таки в креме образовались комочки, вы можете просто пробить крем блендером, и тогда он снова будет гладкий, однородный, безо всяких комочков. И теперь крем уже практически готов. Я беру 160 грамм мягкого сливочного масла комнатной температуры и взбиваю миксером до пышности. И понемногу добавляю заварной крем во взбитое масло. Продолжаю взбивать. Взбиваю на средней скорости. Приготовь, поделись, подпишись. И вот теперь крем уже полностью готов. Посмотрите, какой он нежный, гладкий, однородный получается. И он очень-очень вкусный. Он просто бесподобно пахнет ванилью. Беру форму, и чтобы торт легче было достать из формы, застилаю разрезанным пластиковым файлом. На дно формы кладу печенье. А на печенье выливаю весь крем. Если хотите, можно выложить только половину крема, затем снова слой печенья и оставшийся крем. Тогда в торте получится 3 слоя печенья и 2 слоя крема. Может, кому-то так будет более привычно. Крем хорошенько разравниваю. И сверху выкладываю оставшееся печенье. Мне очень нравится печенье со вкусом топленого молока, но вы можете взять любое печенье с любым вкусом, какое вы любите. Все готово, осталось только убрать торт в холодильник, чтобы крем хорошенько схватился и загустел. Сверху накрываю торт целлофановым пакетиком, чтобы он не впитал в себя запахи холодильника, и убираю в холодильник хотя бы на 4 часа. А для вас, дорогие мои, время пройдет незаметно. Ну что, уже просто не терпится попробовать кусочек. Переворачиваю форму и достаю тортик. И теперь можно нарезать тортик на кусочки. Размер моей формы 20 на 20 сантиметров. Форма небольшая, поэтому торт получается высоким. Если вы хотите, чтобы торт был пониже, возьмите форму побольше, например, 24 сантиметра. Вы можете также взять и круглую форму.
Торт получается очень нежный и вкусный. Можно сказать, он просто тает во рту. А по вкусу, как мороженое пломбир. Готовится очень быстро и просто, справится каждая хозяйка. Обязательно приготовьте этот торт, друзья. Я уверена, что он вам тоже очень понравится. Торт готовится не больше 15 минут, и вам даже не придется включать духовку. А гости обязательно будут просить рецепт. И хотя может показаться, что торт очень простой, на самом деле он очень-очень вкусный, как из кондитерской. Друзья, если вы любите готовить и вкусно покушать, тогда подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные рецепты. Новые видео на канале выходят 2 раза в неделю. А чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. Я желаю вам приятного аппетита. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся!